Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Зимний такой вариант. Вяжу сразу 2 пары, поэтому показываю в разных цветах, полюбоваться для наглядности. Вязать видео у меня будет вот на вот эти вот синего цвета, голубого, синего. Они вообще-то сизоватые. На размер 37-38 они у меня вышли. Пряжа 2 цвета. Сразу размотала вот по 2 клубочка, пригодится, потому что с отдельных клубочков буду вязать. Это у меня турецкий акрил, в 100 граммах 250 метров. Для вязания мне понадобятся спицы номер 3 я буду вязать. Взять спицы, если номер 2,5, получится поменьше и по длине, и по ширине. Поэтому взяла спицы номер 3. Вот эти вот я вязала на размер 40, они у меня вышли, 40. Пряжа Ализа Миди, в 100 граммах 170 метров. Вот так вот. Ну и здесь уже делала также расчет по длине поменьше, чем на этих провязала по рядам. По мысу тоже косы уменьшила, ну и размер у меня увеличился. Поэтому пряжа толстая, хотя мне вот из толстой пряжи понравилось больше. Они более такие плотные получились. Ну, в общем, по размерам, значит, в процессе вязания буду говорить, а также отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Вот эти, как я сказала, 37, 38 на 39, они тоже подойдут. Единственное, добавим по длине вот эту вот боковую часть увеличим. Мысок, я думаю, здесь достаточно. Ну вот, основное сказала. Далее все по ходу вязания. Перехожу к вязанию. Так, сняла с манекена. Показать вам, как он выглядит. Вот так вот хорошо растягивается. Передняя часть. Сразу изнанка. Значит, вязание я начну. Сразу на 2 спицы, на одну спицу 2 половинки. Левую, правую. Провяжу вот эти вот 2 половины до мыска. Потом их соединим. И будем продолжать мысок вязать до убавок. Далее убавлю. Ну и далее посмотрим. Значит, что сделать? Давайте сразу вам замерю в готовом виде его. Вот полностью весь след. Почти 24 сантиметра. До пятки 23. Мы пускаем на растяжку. Значит, боковая часть. Вот 7, а вместе с пяткой 9, 9,5. Ну, а мысок уже отвяжу, тогда я вам его замеряю, да? Сколько здесь мыс? 7,5. Еще и коса заходит наперед. Ну, я их примерила. Все нормально. Значит, сейчас на спицу уберу это дело. Смотрите, мы сейчас должны набрать петли косы и основного цвета петли. Можно набирать сразу 2 цветами, белым и синим. Я решила набрать одним цветом, а потом уже подвязать белый цвет. Боковые части у меня будут 7 петель, у меня будет коса и 10 петель платочная вязка. Вот 7 петель вместе с кромочной коса. На 6 петлях я буду вязать косу. 1 кромочная, 6 петель коса и по 10 петель боковая часть. Вот это вот. Так, теперь. Значит, сейчас набираю, получается, 10 и 7, 17 петель с одного клубка набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 набрала. Далее со второго клубка опять набираю 17 петель. Можно вязать, конечно, по одной половине, но я сразу, чтобы потом косы эти заново не пересчитывать ряды, поэтому решила вот сразу вязать 2 половинки. Так что у нас здесь 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 набрала. Теперь смотрите, у нас по краям должны быть косы белые, а середина у нас будет основной цвет. Сейчас я первые, это изнаночная сторона,
Первый ряд. Первый ряд у меня будет считаться по изнаночной стороне. Я вот сколько вяжу, все равно пользуюсь счетчиком рядов. Ну, иногда могу запутаться. Первые 7 петель провязываю, первый ряд, поехали. 7 петель косы провязываю белым цветом. 1, 2. Так, нитка осталась здесь, поэтому я ее переброшу. 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Изнаночными провязала 7 петель белым цветом. Далее осталось у меня 10 петель. Нить основного цвета перевела наперед и провязываю лицевыми петлями. Все ряды будут лицевыми петлями. Это платочная вязка будет. Так, 3 петли, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кромочная. Кромочную провязала изнаночной. Так, перешла на вторую спицу. Теперь провязываю 10 петель со второй спицы лицевыми. Первую сняла, или провязать ее надо было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязала лицевыми петлями, провязали. Теперь у нас осталось 7 петель. Мы провязываем изнаночными петлями со второго клубка петли косы. 7 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмая, это у нас кромочная. 7. Все. Начало положено. Первый ряд по изнанке мы закончили. Теперь лицевая сторона, второй ряд. Сейчас мы провяжем 5 рядов по узору, потом будем делать первую косу. Получается, в 6-м лицевом ряду у меня будет перекрест первой косы, ну и далее. Значит, петли косы 7 петель. Первую снимаем. Далее осталось 6 белых петель. Мы их провязываем лицевыми. Перешла на основной цвет. Далее вяжу платочной вязкой 10 петель. Провязываю все ряды лицевыми петлями. Кромочную провязала изнаночной. Провязываем петли со второй спицы точно так же, только белый цвет у нас в конце. Первую снимаю, оставшиеся петли провязываем лицевыми, основной цвет. 10 петель этих провязали. Далее нити здесь перебрасываем вот так, чтобы не было дырок. Перекрутили, провязываем лицевыми петлями. Петли косы 6 петель у нас на косу идет и 1 изнаночная кромочная. Так, провязали. Кромочную провязали. Теперь переходим на изнаночную сторону. Это у нас 3-й ряд. Провязываем все точно так же по узору. 4-й провязываем и 5-й провязываем по узору. А в 6-м, как я вам уже говорила, будем перекрест делать. Так, провязываем сейчас опять белый цвет изнаночными петлями провязали по изнанке, по изнаночной стороне. 7 петель провязала изнаночными, нити перекрестила. Далее 10 петель провязываю лицевыми и точно так же петли второй половины. Так, это у нас 3-й ряд. Перешли на вторую спицу, переносим все,
Первую сняли, опять провязываем 10 петель, провязываю лицевыми платочной вязкой, петли косы провязываем чулочной вязкой по изнаночной стороне изнаночными петлями, по лицевой стороне лицевыми петлями. Время от времени буду отключаться, потому что разматываю клубки. Так, здесь перебросили, перетянули нити. Этот узел потом завяжу. Так, провязали изнаночными петлями до конца. Белый цвет провязала, кромочную изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Четвертый ряд провязываем по узору. Пятый по изнанке также провязываем по узору. Так, провязали четвертый, пятый ряд. Шестой ряд у меня по лицевой стороне. Первый перекрест косы я буду делать сейчас. И так буду вязать до самого мыса. Смотрите, сбоку буду делать косу, а основной цвет у меня платочная вязка. Так, первую петлю я сняла. Теперь 6 петель осталось. 3 петли переношу за работу. 3 провязываем, а потом провязываем 3 петли вот со спицы, которые вот у нас заработали. Да? Так, провязала 3 петли. Далее перебросила 3 петли на спицу и также их провяжем. Все, здесь нити опять перетянула. Далее оставшиеся петли, основной цвет провязываем все лицевыми. Провязали лицевыми, кромочную провязала изнаночной. Теперь вторая половинка. Провязываем все точно так же. Основной цвет у нас первую снимаем. Оставшиеся, получается, 9 петель провязываем лицевыми. Далее у нас идет коса. 3 петли переснимаю, за работой оставляю. Я косы вяжу в одном направлении. Так, теперь нить перевела. Провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Провязала. Далее петли переношу на спицу и провязываю также лицевыми 3 петли. И кромочную провяжем. Здесь аккуратно, чтобы не слетело. Все, 1, 2, 3 провязали. Кромочную провязала изнаночную. Все. Далее, теперь у меня опять начинается отсчет рядов. Я делаю по изнанке. Получается первый, второй, третий, четвертый, пятый по изнаночной стороне. И шестой у меня будет по лицевой стороне. Опять будет коса. Далее вяжем 5 рядов по узору. Первую снимаю, опять петли косы мы провязываем все изнаночными, а основной цвет провязываю лицевыми. Нити перебросила здесь. Основной цвет провязываем лицевыми. Вторая спица. Опять первую сняли. Оставшиеся петли 9 петель провязала основным цветом лицевыми. Нити перетянули. Косу провязываем
Белый цвет, изнаночные петли у нас провязали. Так, первый ряд мы закончили. Сначала начинаем теперь. Отсчет сначала у меня идет. Теперь перешли второй ряд. Получается, это я делаю отсчет, чтобы косу мне было удобнее так считать. Опять первую сняли, все вяжем по узору. Так провяжем 5 рядов и будем делать следующую косу. Второй ряд провязали белый цвет лицевыми, перебросила нить. Основной цвет также провязываю лицевыми. Вторая спица провязываем, точно так же первую сняли, основной цвет, оставшиеся 9 петель провязали лицевыми. Нити перекрутили сзади, осталась коса у нас 7 петель, 6 провязываем лицевыми и кромочную мы провязываем изнаночной. Все, сейчас это у нас второй ряд, провяжем. Далее все вяжем по узору без изменений. Встретимся в шестом ряду в лицевом. Будем делать новую косу. Перешли на изнанку, вяжем все по узору. Так, перешли на лицевую сторону, провязали ряды. Теперь у меня новая коса сейчас будет. Смотрите, значит, вторая коса у меня будет перекрест. По рядам считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких вот изнаночных рядов сейчас у меня. Так, теперь вяжем дальше. Первую снимаю, опять делаем косу, а все остальное вяжем по узору. Первую сняли, 3 петли переносим за работу. Следующие 3 провязываем. Можно вот переносить на спицу и сразу провязать со спицы, чтобы их зад вперед не бросать. Вот эти 3 петли, которые сзади работы, я вначале другой способ на булавку переносила. Ну, я вот так вот делаю часто. Сразу со спицы провязала. Все. Вторую косу сделали. Далее нить здесь перебросила. Провязываем теперь основным цветом, лицевыми. 10 петель. 9 лицевых и последняя кромочная изнаночной петлей. Так, провязали. Вторая спица. Первую сняли, провязываем основной цвет у нас 9 петель, провязываем лицевыми. Далее идет коса у нас. 3 петли снимаем, оставляем за работой, провязываем следующие 3 петли. И дальше провязываем 3 петли, которые остались у нас за работой. И осталась кромочная. Провязали изнаночной. Все, вторую косу сделали. Далее у нас идет все повтор. Опять мы провязываем 5 рядов. Как я уже говорила, отсчет я делаю по изнанке. Вот первый ряд. Все вяжем далее по узору. И в лицевом ряду делаем косы. Так, довяжу сейчас этот ряд. Далее до мыска провяжем самостоятельно. О, Господи, что ж это такое в подъезде с утра пораньше? Ну. Так, нити перебросили. Основной цвет провязали по изнаночной стороне, также все лицевыми.
Кромочная у нас изнаночная. И вторую половинку. Только спицы не перекрутите. Такое тоже может быть внимательно. Провязываем вторую половину. Все вяжем по узору. Основной цвет лицевыми петлями. Это изнаночная сторона. Провязали. Далее у нас идут петли косы. Белый цвет. Нити перебросили, перетянули. Провязываем изнаночными петлями. Кромочная, также изнаночная. Все. Переходим на лицевую сторону. Продолжаем вязать 2 половины. Значит, до мыска, если посчитать вот по этим изнаночным рядам зубчиком, я провяжу 19 зубчиков. Это у меня будет 6 кос и плюс 1 изнаночный ряд. Там я к вам вернусь. Значит, сейчас вяжем длину до мыска. Встретимся. Сделала 6-й перекрест косы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-й. Довязала до конца. По изнаночной стороне вернулись по узору. Это получился у нас первый ряд отсчет. Теперь лицевая сторона. На спице у меня, как я уже говорила, 19 изнаночных вот этих вот дорожек. И сейчас будет второй ряд косы. И я вот эти вот 2 половинки буду соединять. Перейдем к вязанию мыса. Давайте я вам замеряю. Так, 3,5 основной цвет, ну почти 3,5, все вместе, ну вот 5 сантиметров. Это же из-за косы все стягивает еще. И в длину эта часть у нас будет 8 сантиметров. Но у нас, когда будет идти обвязка по всему слитку, здесь добавится еще один ряд, сразу скажу. Так, теперь далее, значит, продолжаем вязать. Все по узору сейчас. Это у нас второй ряд косы, как я уже говорила. Провязываем теперь. Косу провязали лицевыми. Следующие 10 петель провязываем. Так, и последнюю, наверное, здесь провяжу лицевой. Далее соединяем 4 петли, добавляю 1, 2, 3, 4. Мыс основного цвета у меня будет 24 петли. Далее провязываю 4 петли, набрала, провязываю петли со второй спицы. Хвост запутается сразу. Так, довязываем так до конца. И по изнаночной стороне вернемся по узору, а мы провяжем все лицевыми петлями. Так, второй ряд косы я провязала. Косы так и продолжаю считать по рядам. Теперь изнаночная сторона. У меня третий ряд здесь косы. Остальное все провязываю по узору. Белый цвет 7 петель провязываю изнаночными петлями. Далее центральная вот эта вот часть, основной цвет, все провяжу лицевыми. Это только в первом ряду такое. Со следующего ряда я уже буду вывязывать узор. Так, довязываю лицевыми и петли косы провяжем изнаночными. Так, довязала изнаночную сторону. Переходим на лицевую сторону. Теперь опять провязываем. Это какой у нас получается? 4-й ряд косы. Провязываем по узору косу. 7 петель белым провязали.
Далее средняя часть мыс, узор буду вязать лицевыми петлями. Значит, далее по краям. Смотрите, сейчас на готовом. По краям у меня по 3 петли. Далее одна коса, между двумя косами 2 петли белым и вторая коса. Так, каждая коса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждая коса состоит из 8 петель двухцветные. Так, здесь нити перебросили. Первые 3 петли провязала лицевыми основным цветом. Теперь дальше можно здесь нить, конечно, вот эту вот протянуть. Но у меня здесь нити остались с боковой части, я их не обрезала, поэтому я подвяжу еще один белый цвет, чтобы не затягивать, не делать лишнюю протяжку здесь. Далее 2 петли белым, лицевыми 2 провязали. Далее 2 петли основным цветом лицевых провязали. Опять 2 белым провязали. Две основным цветом провязали. Значит, смотрите, белым 2 основным цветом, 2 белым, 2 основным цветом, 8 петель. Это петли косы. Далее средняя часть, 2 петли белым цветом. Здесь будем вязать свободно, старайтесь не затягивать, потому что будет очень стянутое вязание. Хотя по-любому получается стянутое, как по мне. Средние 2 петли провязали белым. Далее опять у нас идет повтор. 8 петель петли косы. 2 синих, 2 основным цветом провязали. 2 белых провязали. 2 основным цветом и опять 2 белых. Так. 1, 2. Ой, это средняя часть. 1, 2, 3, 4. 8 петель провязали петли косы. Далее продолжаем. В конце у нас мыска 3 петли основного цвета лицевыми. Все, теперь здесь у нас осталась нить. Так, я ее продолжаю перебрасывать. Провязываем боковую косу. Провязали. 7 петель, кромочную провязали. Теперь переходим на изнаночную сторону. Провязываем, это получается у нас 5-й ряд косы. Провязываем 7 петель изнаночными. Далее средняя часть вся идет по узору. И далее весь мысок мы будем вязать без изменений. Все вяжем по узору изнаночными петлями. Что у нас здесь по узору идет? Первые 3 петли основным цветом провязали, нити перебрасываем и провязываем все дальше по узору. Подтягиваем вот так, чтобы оно не было зажато это все. 2 белым провязали. Далее 2 основным цветом, 2 белым, 2 основным цветом, 2 белым. Провязываем изнаночную сторону до конца. Довязали изнанку до конца. Переходим на лицевую сторону. Так, теперь у нас 6-й ряд. Коса повторяется. Делаем новую косу.
3 петли сняли за работой. 3 петли провязали. Далее провязываем 3 петли, которые мы оставляли за работой. Можно прям со спицы их провязать, а можно вот так перенести на спицу и теперь провязать со спицы. Так, провязали. Далее нити здесь перетянули. Провязываем 3 лицевых основного цвета. Если размер маленький, вяжете 35-36, я забыла сказать, здесь не по 3, а по 2 можно было оставить, чтобы уже сделать мысок, например. Или же взять спицы номер 2,5. Вот, тогда не 24, а 22 оставить. Так, теперь смотрите, вот эти вот 3 петли по бокам, они остаются неизменными. Косы вот у нас посередине будут. Первая коса. 8 петель. 2 белых, 2 синим, 2 белых, 2 синим. Вяжем, значит, первую косу. 4 петли. Я снимаю. 2 белых сняла, 2 синих сняла и оставляю их перед работой. Далее провязываю 4 петли, 2 белых, 2 синих. Провязала 4 петли. Теперь провязываем 4 петли со спицы. Опять же, можно со спицы провязать, а можно вот так вот сразу перебросить. Перебрасываю, чтобы было более понятнее. Все, перекрест сделали. Далее, где у нас тут нить. Подняли нить. Провязываем. Две белых. И 2 основного цвета. Ай, на столе неудобно, спицы упираются. Все, первая коса готова. Теперь между косами будет идти 2 петли белого цвета лицевые. 2 петли лицевые провязали. Теперь следующая коса перебрасывать. Теперь я буду переносить за работу. Первая у нас была петли снимали перед работой. Теперь следующая снимаю. 2 синих сняла, 2 белых сняла, 4 петли оставляю за работой. Далее 4 петли, 2 синих, 2 белых провязываем. Нитки перенесла нити. Две синих провязала, 2 белых провязали. Теперь провязываем 4 петли, которые у нас остались за работой. Опять же, можно со спицы, так легче, или же вот перенести их сразу обратно. На спицы опять взяли их и провязываем первые 2 петли основным цветом. Две основным цветом провязали, следующие 2 белым провязали. Далее 3 петли у нас идет лицевые, провязали, и последняя коса опять боковая. Я так подогнала, чтобы у меня эти косы были все в одном ряду. Если вдруг у вас не совпало в одном ряду, допустим, длина боковая была у вас длиннее или короче, ну то тогда уже будете считать. Если эти в 6 ряду, то эти в другом ряду могут быть. Но у меня вот так вот. Так, теперь боковая коса.
провязываем, снимаем здесь 3 петли за работу. Сейчас белую нить провязала, 3 петли белым провязали, далее провязываем 3 петли с запасной спицы, которые у нас оставались за работой, перенесли, провязали. Так, довязала. Переходим на изнаночную сторону. Теперь опять я отсчитываю косы, перекрестила первый ряд, отсчитываю по изнанке. По изнаночной стороне провязываем все без изменений по узору. Провязываем потом 5 рядов и опять делаем косы. Значит, сейчас вяжем изнанку. Белый цвет, первые 7 петель провязала. Далее нити перебросила. Опять у нас изнаночные петли. Провязываем каждый цвет над своим цветом. Довязываем так ряд до конца. Довязали изнаночный ряд. Перешли на лицевую сторону. Далее, как я уже сказала, мы провязываем до следующей косы все ряды, вяжем по узору. Сейчас у нас что? У нас второй ряд косы получается здесь. Провязываем первые петли, провязываем белым цветом. 7 петель провязали лицевыми. Далее нити здесь перетянули. Следующее у нас идет 3 петли основным цветом лицевыми провязали. Вяжем мыс, опять перебросила нити, вяжем по узору 2 белым, 2 основным цветом, 2 белым, 2 основным цветом, провязываю лицевыми петлями. Нити перебрасываем. 2 белым, 2 синим, 2 белым, 2 синим. Так провязываю всю центральную часть мыска. Середина 2 белым провязали, опять нить перебросила, не затягиваем. 2 синим провязали, 2 белым, 2 синим, 2 белым. Все. Получилось, что у нас 8 коса, 8 коса. Это будет 8, 8, 16, 17, 18 посередине и по 3 по бокам, да? 18 и 6, 24. Так, далее провязываем 3 петли после кос лицевыми. И в конце ряда у нас боковая часть опять идет коса. Так, это у нас какой? Второй ряд косы был. Сейчас по изнанке провяжу третий, по лицевой четвертый, по изнанке пятый ряд. Все провяжем по узору. Встретимся в 6 ряду и начнутся новые косы. В конце каждого ряда разматываем нитки. Я в этот раз нитки не нарезала, потому что узор длинноватый получился. Перешли на изнаночную сторону. Продолжаем вязать все по узору. Изнаночная сторона у нас вся изнаночными петлями идет. Белым цветом провязали. Далее провязываем, меняем нити. Что у нас здесь идет? 3 петли синим провязали. Далее 2 белым, 2 синим, 2 белым, 2 синим. Так, это
Это у нас изнанка, третий ряд косы получился, да? Угу. Значит, провязываем по узору лицевую изнаночную сторону. Встретимся в 6-м лицевом ряду, когда будем делать новую косу с боковой стороны. И, соответственно, посередине я также буду делать косы. Так, довязываем до конца и переходим на лицо, вяжем по узору. Довязываю я 5-й ряд косы по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Теперь новая коса у нас сейчас будет. Провязываем все точно так же, как мы вязали в самом начале. Первую снимаем. Сейчас еще этот ряд с вами провяжу, а потом уже дальше будем вязать самостоятельно. Первую сняли. Провязываем боковую косу. 3 петли перенесла назад. 3 петли провязала лицевыми белым цветом, естественно. 3 петли вернула на спицу и провязали их. Все, так косу провязали. Далее нити перебросила по изнанке. Провязываем 3 петли, перешли на мыс. 3 петли основным цветом лицевыми провязали. Теперь коса у нас из 8 петель. 4 петли снимаем. 1, 2, 3, 4. 2 белых, 2 синих сняли. Оставляем их перед работой. Следующие 4 петли провязываем. Две белых провязала. 2 петли основного цвета провязала. Теперь провязываем петли со спицы. Перебросили их обратно на спицу. И провязываем 2 белых и 2 петли основного цвета. Все, первую косу мы сделали. Это вторая получается. Далее средние 2 петли у нас белого цвета. Провязываем. Следующая коса. 4 петли снимаем, переносим за работу. Нити перевели. Провязываем 4 петли. 2 основного цвета, 2 белым. Провязали 4 петли. И 4 петли, которые у нас были за работой, переносим их и провязываем. Ой. Провязали 2 петли основного цвета и следующие 2 белых провязали. Все, вторую косу сделали. Далее у нас осталось 3 петли основного цвета, провязали. Далее боковая коса, перебросила нить, провязываем. 3 петли сняли за работой, провязали оставшихся 3 петли. Изнаночная у нас, кромочная осталась, и 3 петли
со спицы, которые у нас за работой петли остались, провязываем. Все, закончили. Теперь на изнаночную сторону переходим. Опять у меня считаю косы. Первый ряд отсчитываю с изнаночной стороны. Начало у меня узор начинался с изнанки, первый ряд. Поэтому так оно у меня пошло. Далее отсчитываю ряды с изнаночной стороны. Вяжем далее 5 рядов. Провязываем в 6 ряду в лицевом. Получается у меня коса. Первую сняли. Вяжем изнаночную сторону. Белый цвет. 7 петель провязываем изнаночными. Далее по узору все изнаночными идут. 3 петли основным цветом провязали. 2 белым. Провязываем так ряд до конца. 2 синим. Опять 2 белым, 2 синим, 2 белым, 2 синим. Довязали изнанку до конца. Переходим на лицевую сторону. Продолжаем вязать все по узору. Опять здесь вяжем без изменений. Лицевые петли у нас идут по изнаночной стороне. У нас получается изнаночные петли идут. В 6 лицевом ряду, как я уже говорила, я делаю косы. Значит, сейчас все основное показала. Провязала с вами 2 косы. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, да? 5 кос получается. 5 перекрестов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Сделаю я 5 перекрестов, 5 кос. Потом к вам вернусь и начнем вязать мысок, убавки на мысок. Сейчас свяжем вот эту вот длину мыска. Кто-то хочет, может быть, подлиннее, повыше. Может быть, тогда еще провязать немножечко. Тоже на ваше усмотрение. Я провяжу 5 раз, 5 кос. К вам вернусь. Провязала я 5 косичек по изнаночной стороне, вернулась по узору, перешли на лицевую сторону. Теперь я буду делать убавки по мысу и продолжать вязать косы по боковым сторонам. Значит, продолжаем вязать. Провязываем косичку. Это у меня второй ряд косички получается сейчас. Так. Далее мыс будем вязать однотонным основным цветом. Все, белый цвет больше не нужен. Посередине обрезала его. Первую петлю провязала. Следующие 2 убавила. Далее все петли провязываю лицевыми. И сделаю также убавку в конце ряда. Убавки буду делать по лицевой стороне, в лицевых рядах, то есть. Все петли буду провязывать и по лицевой стороне, и по изнаночной, платочной вязкой лицевыми рядами. Можно, конечно, и лицевыми чулочной вязкой вязать, но у меня боковушки платочной вязкой, подошва тоже у меня будет платочной вязкой, поэтому и мыс решила также провязать. Так, провязали лицевыми. Теперь осталось у нас 3 петли. 2 петли провязала вместе, убавила.
одну провязала. Далее провязываем петли косы. Провязали, перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне вяжем все без изменений. Это получается у меня третий ряд косы по изнанке. Так, все провязываем изнаночными петлями. Ой, нет, 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 ошиблась. Косу провязала изнаночными по привычке. Петли мыска провязываю лицевыми платочной вязкой. И опять последние 7 петель белых провяжем изнаночной. Поменяли цвет, довязываем белым цветом, провязываем косу изнаночными петлями. Перешли на лицевую сторону. Далее продолжаем убавлять мысок и провязывать косы. Так, это 4-й ряд. Провязала 7 петель, кромочные 6 петель лицевыми. Далее нити перебросила, делаю убавку. Ой, первую провязала, следующие 2 провязала вместе, убавила. И также сделаю убавку в конце ряда. Значит, буду так вязать, пока у меня посередине на мыске не останется 12 петель. Потом к вам вернусь и будем вязать дальше. Сейчас что мы делаем? Вяжем по узору. Мы с платочной вязкой косы провязываем и убавляем по лицевой стороне петли по мыску. У меня останется 12 петель. Если размер маленький, 36, оставьте 10 петель. Так, теперь 2 петли вместе. Последнюю провязала лицевой. И далее у нас что идет? Коса. Провязываем ее. Все. И по изнаночной стороне вяжем по узору. Косы провязываем изнаночными петлями. Среднюю часть провязываем лицевыми петлями. Вяжем, убавляем мысок. Закончила убавки делать по мыску. 12 петель, как я говорила, у меня на мыске осталось в длину. Сколько он? 11,5 мысок в длину. Теперь далее что я делаю? Сейчас я пришла на лицевую сторону. Продолжаю вязать косу и последнюю петлю буду присоединять к мыску. Так, провязываю 7 петель и 7-ю петлю с последней петлей с мыска 2 вместе провяжу. Провязала, теперь 2 вместе соединила. Перешли на изнаночную сторону. Опять провязываем первую, снимаем, все петли провязала. Далее опять на лицевую сторону. Опять провязываем. Провязали все петли. И последнюю присоединяю к мыску. 2 петли провязала вместе. Опять перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся провязываем изнаночными. Провязали по изнанке, опять перешли на лицевую сторону. Далее у меня петли косы идут. Провязываем косу. 3 петли за работу. 3 провязываем. Далее провязываем петли, которые находятся за работой. И последнюю петлю соединяю. Так, перекрутили косу, последнюю петлю присоединила.
Развернулись на изнаночную сторону. Продолжаем все вязать в том духе. Присоединяю вот все петли, пока у меня не закончатся. И потом соединю в конце эти две половины. Две косички с обоих сторон соединим. Опять по изнанке провязываем по узору. Перешли на лицевую сторону. Продолжаю вязать. Две петли соединила вместе. Изнаночную опять провязываем все изнаночными. Перешли на лицевую сторону. Продолжаю вязать косу и последнюю петлю присоединяю. Две вместе провязала. Значит, так будем вязать, пока не закончатся все петли. И потом соединим две косы. Я к вам вернусь. Соединила все петли. Теперь две половинки, две косы соединяем вместе. Соединить можно трикотажным швом вместе. Кто не дружит с трикотажным швом, как я, например, свяжем. Так, перешла на изнаночную сторону. Я их соединю крючком. Одну нить надо будет обрезать. По 2 петли буду провязывать вместе. Можно и спицы это сделать. Ой, аккуратненько сняла. И соединяю одну петлю с одной спицы, вторую петлю со второй спицы. Соединяю вместе. Ну или же, как я уже говорила, соедините по лицевой стороне трикотажным швом. Сейчас пообрезаем эти хвосты. Так, хвосты позачищаем. Все затянуло. Ну, вот так вот у меня получилось. Теперь наметили середину. Что буду делать дальше? На круговые спицы с самого начала по всему слитку наберем петли. Вот до середины. И вторая половина у нас должно быть одинаковое количество петель. Наберу петли и по изнаночной стороне первый ряд провяжу лицевыми петлями. Все оставшиеся ряды также буду вязать лицевыми петлями. Провяжем 3 ряда, потом я к вам вернусь. Наберем по боковой стороне. Всего у меня будет 4 ряда полных лицевыми петлями. Так, теперь вот в самый край ввела крючок. Угу. И здесь под 2 дужки вводим крючок, захватываем нить и на спицу переносим, набираем петли. Под крайнюю кромочную петлю ввела крючок,
Набираем. После того, как набрали петли, как я уже сказала, провязываем лицевыми петлями все ряды. Получилось 1, 2, 3 вот таких изнаночных дорожки. Следующий ряд опять провязываю лицевыми петлями. И по стороне пятки я наберу петли, обратно вернусь лицевыми и точно так же наберу на второй стороне, а потом перейду к подошве. Если размер большой, 39, здесь можно набрать на 1-2 ряда больше. Так, последнюю провязала лицевой. Теперь далее набираю петли. Всего у меня по стороне пятки будет 19 петель. Опять ввожу крючок под 2 дужки, захватила нитку, набрали петлю, наберу петли и по изнаночной стороне будем вязать, как я уже говорила, лицевыми. И последняя петля, вот в самую крайнюю ввела. Все, набрала 19 петель. Теперь разворачиваюсь и провязываю. Первую снимаю, остальные все провязываю лицевыми. По изнаночной стороне полностью все петли провяжу лицевыми. Значит, по 19 у меня по бокам, по пятке. И все полотно у меня 46 половинка и 46, 80, 92 петли. Так, вяжем все лицевыми. Провязали по изнаночной стороне, перешли на лицевую сторону и набираем теперь петли на второй стороне. Точно так же ввели крючок под 2 дужки, захватили ниточку на спицу. Так, наберу здесь 19 петель и обратно вернусь изнаночными петлями провяжу. Набрали петли и возвращаемся, провязываем все изнаночными петлями. Так, провязали. Теперь далее сейчас будем вязать подошву. Значит, до подошвы, вот эту боковую часть, я провяжу лицевыми петлями. Подошву я начну вязать на средних 10 петлях. Буду ее расширять, добавляя с каждой стороны по одной петле. Вот такой вот верх получился. Здесь спицы круговые, поэтому оно стягивает все. Значит, сейчас довяжу до начала подошвы петли и перейдем к подошве. Провязала я по боковой части сейчас 41 петлю до пятки. Теперь 10 петель на подошву. Всю подошву буду вязать лицевыми петлями. Значит, провязываю эти 10 петель лицевыми петлями. Провязала. Теперь разворачиваюсь на изнаночную сторону. Опять провязываем
10 петель эти все. И далее уже с лицевого ряда я начну делать добавки. Буду добавлять с боковых спиц по одной петле и расширять подошву. Так, вяжу до конца ряда лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Опять провязываем лицевыми. Первую сняли. Так, провязала. Одну петлю добавляю. С боковой спицы одну провязала лицевой. Добавили. Развернулись наизнанку. Провязываем все петли лицевыми. Первую сняла. Оставшиеся петли провязываю. И одну петлю добавляю с боковой спицы. Перейдем на лицевую сторону, опять вяжем и по одной петле добавляем с боковой спицы. Значит, я расширю, у меня будет всего 16 петель. Опять же, ориентируйтесь по плотности, ширине своей ноги. Может быть, на 2 петли меньше у вас подошва, или же на 2 петли больше. Одну петлю провязала лицевой с боковой спицы, добавила одну, развернулись, опять первую снимаю, опять провязываем все до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И опять одну добавляю с боковой спицы, 13, 14 добавлю по изнанке. И еще один ряд расширю, добавлю по лицевой стороне. Первую снимаю, следующие провязываем все лицевыми. И одну петлю добавляем с боковой спицы. Так, расширяем. После того, как расширили подошву, крайние петли соединяем последнюю петлю и петлю с боковой спицы, 2 вместе по лицевой стороне провязали изнаночной. Я провязываю изнаночной. Перешла на изнаночную сторону. Далее провязываю все петли лицевыми. Всю подошву я вяжу лицевыми. И последнюю петлю с петлей с боковой спицы по изнаночной стороне я буду соединять 2 вместе, провязав лицевой петлей. Довязала последняя петля, петля с боковой спицы, соединили лицевой. Все. Так будем вязать, соединять все петли подошвы и пятки тоже. Перешли на лицевую сторону, теперь первую снимаем, оставшиеся петли провязываем. И последнюю петлю соединяем с петлей с боковой спицы, провязываем 2 вместе изнаночной. А по изнаночной стороне 2 вместе мы провяжем лицевой петлей. Так, все соединили. Что у нас здесь получилось? Вот так вот. Значит, сейчас соединим все петли. Где тут у меня уже провязанная подошва. Соединим все петли, перейдем на пятку. И вот здесь с середины пятки 8-9 рядов у меня останется до конца. Я сделаю пару убавок кверху. Ну, там я к вам вернусь. Значит, сейчас вяжем всю подошву, соединяем петли. Встретимся. Провязали подошву, соединили все петли. Переходим на пятку. Точно так же продолжаем вязать пятку. Соединяем боковые петли. Не довязав вот здесь 9 петель, я убавлю вначале в конце ряда по одной петельке. Потом провяжу 3 ряда и еще убавлю по одной. Всего у меня останется 14-12 петель. Первую сняла. Следующие 2 петли провязала вместе. Провязываю до конца ряда и также убавлю одну петлю в конце ряда.
Осталось 3 петли. 2 провязываю вместе, убавила одну. Последнюю соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязала изнаночной. Все, далее изнаночной, лицевой, изнаночной 3 ряда провяжу без изменений. И сделаю еще одну убавку. Довяжу, закрою все петли до конца. Закроем петли потом по верху. И сделаем обвязку. Значит, сейчас продолжаем вязать пятку, закрываем боковые петли. Так, последняя закрыла. Довязали пятку до конца, закрыли петли по 2 петли вместе обычным способом. Так, далее продолжаю закрывать петли. Осталось 2 петли у меня на спице. Я сразу закрою их белым цветом. Последнюю петлю. Далее что я сделаю? Значит, я вот такой резинкой 1 на 1, одна изнаночная, одна лицевая, сделаю обвязку. 14 рядов у меня будет. Наберу сейчас по всему верху на 4 спицы петли, 58 петель у меня вышло. Первый ряд я провязала все изнаночными, далее провязываю резинку белым цветом и дальше примонтирую ее. Спица номер 2,5, вот так вот. Так, что я еще хотела сделать? Вроде бы все, подходим к финалу. Ну вот 37-38, как раз по манекену. Сейчас сделаем обвязочку и будет сидеть замечательно. Высоту мерила, не мерила. 9 сантиметров, 9,5. Ширина подошвы 6 сантиметров. Так, мысок я замеряла. Ну, вроде бы все. Так, сразу хвостик подтягиваем и заплетаю между нитками. Набираю петли. Крючок вела под крайние 2 дужки. Крайняя петля у нас. Захватили нить, набрали. Наберем петли на 4 спицы. У меня будет 14 рядов резинкой высоту. Хотите, чтобы было повыше, можно провязать больше рядов. Это уже по вашему желанию. Набираем, провязываем. Провязала я резинкой 13 рядов в высоту. В сантиметрах это будет вот почти, да, 4 сантиметра. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону и по изнаночной стороне присоединим обвязку к самому слитку. Разровняли все стороны. Снимаем одну петлю со спицы. Лицевую, вот смотрите, лицевую сняла. Значит, по изнаночной стороне она у нас получается изнаночная. И вот сразу напротив этой петли у нас проходит изнаночные петли, проходят такие вот дорожка. Самый первый наборный ряд подхватываем и подвязываю. Раз, два. Следующая у нас изнаночная, сняла. Так, смотрю, вот она у нас как лицевая проходит. И напротив как раз петелька. Подхватываю. Один раз протянула и второй раз протянула. Так, по одной таким методом я присоединяю вверх к слитку. Раз, два. Сильно не затягивайте, чтобы не было
сильно туго здесь. Так, подхватили. У нас изнаночная петля. По изнаночной стороне она у нас как лицевая идет. И напротив вот петельку подхватили и подвязали. Так, закончим делать обвязку. А у меня сегодня все. Буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.